Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! В прошлом уроке мы сделали крой сиденья атаманки. В этом уроке мы приступим к созданию кроя подлокотника. Вставляем аватар подлокотника, который был подготовлен заранее, и сделаем первую деталь 1030 на 520 мм. Это боковина подлокотника. Дальше мы ее копируем и вставляем чуть выше. Создаем заднюю часть подлокотника 220 на 520 мм. Копируем ее и вставляем как симметричную деталь. Дальше делаем верхнюю часть подлокотника 1030 на 220 мм. Копируем ее и вставляем чуть ниже. Уменьшаем ширину детали до 70 мм. Копируем, вставляем чуть ниже. Дальше делаем детали шириной 220, а высотой 70. Копируем, вставляем. Немного подвинем наши детали к нашему подлокотнику. Производим сшивание деталей. Создаем внутренние линии наших кантов. Производим сшивание. Выделяем нижние части и делаем отрицательное давление. Потом выделяем все части и делаем ячейку меша 10 мм. Отодвигаем края внутренних линий на наших нижних частях на 10 мм. Давайте вниз добавим еще одну полоску для того, чтобы провести правильную симуляцию. Это будет техническая ткань, скажем так. Вот. И сошьем. Жмем повторную симуляцию. Включение карты напряженности у компьютера отбирает ресурсы, поэтому симуляция в этом режиме гораздо медленнее. Можно посмотреть. Здесь вот быстрее. Когда мы отключили карту напряженности, симуляция происходит быстрее. Здесь у нас наши края сшиты, поэтому не расправить. Сейчас мы удаляем боковые швы.
Немного расправляем и добавляем булавку на ткань. Повторно симулируем. Все, сзади у нас все нормально. Осталось точно такую же операцию провести спереди. Убираем швы. И прямо отсюда можно сделать булавочку. В смысле из 2D режима. Можно сдвинуть булавку, если мало затянули. Работать можно как в 3D окне, так и в 2D окне. Все, поправляем наш крой. И сохраняем как подлокотник. В данном случае для кроя. Потому что была сделана другая версия подлокотника для визуализации. Накидываем ткань. Производим повторную симуляцию. Для того, чтобы посмотреть, как ведет себя более плотная ткань. Сохраняем еще раз и переходим в Print Layout. Дальше разворачиваем детали по часовой стрелке на 90 градусов и производим симуляцию раскроя. Поправим ширину ткани на 1400 и повторно сделаем симуляцию. После этого мы сохраняем нашу деталь. Вот, на этом все. Всем удачи и до новых встреч!